Война давно пришла в Россию. Кадры с летящими дронами и горящими заводами, сводки о погибших и пострадавших — все это теперь обыденность, которая никого уже не удивляет. А каково это, кстати, жить под постоянными атаками? Как это влияет на вас, на вашу семью? Там уже, знаете, как-то привыкаешь. Уже, я говорю, как-то раньше дети там что-то в ванну бегали там с родителями, а сейчас вроде бы привыкли. С середины июля почти под ежедневными ударами находятся логистические комплексы Wildberries, крупнейшего маркетплейса страны. Уничтожены склады в Московской области, в Питере, Краснодаре, Тамбовской области и почти 2 десятках других регионов. Wildberries потерял 40% складских площадей вместе с товарами на них. Общий ущерб почти 1 триллион рублей. Погибли не менее 14 человек, ранены более 100. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Путину нет до этого никакого дела. На жизни россиян ему и так наплевать. Он отправляет на убой по 1000 человек в неделю. Нет ни одной напрасной жертвы и ни одной потери. На бизнес ему тоже наплевать, тем более на мелкий. Никакие компенсации сотням тысяч людей он платить и не собирается. Вчера ночью атаковала дроны склады Wildberries и горит наши товары. За 10 минут сгорел бизнес, который строился годами. Не крупный селлер, не средний, и очень маленькие. Все деньги, которые были вложены туда, занимало. Это просто пиздец. Это и надо думать, что лучше нахуй ничем не заниматься или заниматься где-то в другом месте. Ну потерял ты все, всю свою жизнь, деньги, планы, сидишь по уши в кредитах, но ничего, потерпишь. Родные мои, понимаю, как вам нелегко. Сиди и радуйся триумфальным победам в решающих сражениях за малую такмачку. В общем, не вякай. Сейчас нужно еще потерпеть. И вот на днях украинские дроны начали бить и по Озону, второму после Wildberries маркетплейсу страны. Склады горят в Самарской области, Махачкале, Адыгее. Среди сотрудников есть пострадавшие. Казалось бы, история та же самая. Снова пожары, снова ущерб на сотни миллиардов и снова полное равнодушие со стороны Путина. Но вы знаете, как ни странно, мне это даже трудно произнести, но в этом случае, в случае с бомбежками Озона, Путину, что-то мне подсказывает, не все равно. Нет, он не уверовал в гуманистические ценности, не прозрел и не ужаснулся тому, что он наделал и до чего довел страну и людей. Просто вместе со складами Озона горят личные путинские деньги. А это уже совершенно другая история. Заинтриговал? Ставьте лайк, давайте разбираться. Работайте, братья. Мы сделали десятки расследований про путинскую коррупцию и его деньги, про обогащение его любовницы, его жены, его дочерей, про его бесконечные дворцы и яхты. И есть одна вещь, которую мы без устали из расследования в расследование повторяем на этом канале. У Путина нет своих денег в нашем с вами понимании. Нет счета на имя Владимир Владимирович Путин 1952 года рождения, на котором лежат украденные им миллиарды. Система устроена по-другому. Личные деньги Путина хранятся у его ближайших друзей, кошельков, тех, кого он сделал олигархами. Это его друзья детства из питерской подворотни, однокурсники, сослуживцы, коллеги по мэрии и так далее. Им он незаконно раздал огромные куски российской экономики. Дал доступ к триллионам рублей. На самом деле это больше. И вот они из этих денег все желания Путина и оплачивают. Самый простой пример – дворец в Геленджике. Он абсолютно точно лично Путина. А заплатили за его стройку однокурсники Путина Ильгам Рагимов и Николай Егоров. А также его старинный дружок Геннадий Тимченко. Крымская дача Путина – то же самое. Путин не со своей сберкнижки ее купил. Все оплатили Ковальчуки. Алине Кабаевой, возлюбленной Путина, нужна была квартира, и она у нее появилась. Подарил друг детства Путина Петр Колбин. Надо оплачивать услуги няни и учителей для их с Алиной маленьких сыновей. Тоже платят, опять же, не родители, не Путин, а специальная фирма Геннадия Тимченко. Такую финансовую схему принято называть общаком. Термин, на самом деле, из криминального мира, но мы в нем и живем. Суть его в том, что существует некий общий мега-кошелек, его еще часто называют бассейн, куда все скидывают наворованное и откуда оплачиваются нужды всей преступной банды. И главного мафиози, само собой.
Мы недавно рассказывали, что вот из такого путинского общака была куплена, а точнее отжата у датской компании Carlsberg, пивоваренная компания «Балтика». А сегодня я расскажу, как точно таким же образом, теми же самыми людьми и компаниями была куплена крупнейшая доля в компании «Озон». Принимать решения, связанные с грабежом чужих денег, непросто. Об этом никто не должен был узнать. Но мы с вами сейчас быстро раскроем эту тему по открытым и доступным любому человеку данным. Открываем сайт компании «Озон» и кликаем по большой кнопке с надписью «Годовой отчет». Из него мы узнаем, кому «Озон», собственно, сейчас принадлежит. Вот доля АФК «Система». Это олигарх Евтушенков. Он там с 2014 года, тут никаких новостей. А вот 34% доля некоего акционерного общества О-23. Это новый послевоенный акционер. Раньше эти акции принадлежали известному и крупному инвестфонду Беринг Восток. Но его владелец, американец Майкл Калви, сел в российскую тюрьму, а потом и война началась. В общем, Беринг Восток из России решил уйти, а активы продать российскому менеджменту. Ну, то есть группе сотрудников этой самой Беринг Восток. По крайней мере, так было объявлено многократно. Но мы, опять же, пользуясь официальной информацией с сайта «Озон», видим, что доля Беринг Восток оказалась у совершенно других людей. У некоего Александра Чачавы. Вот в эту недавно созданную фирму О-23 были сложены все акции «Озона», которые принадлежали Беринг Востоку. Ее и продали этому Чачаве. Пишут за 38 миллиардов рублей. Про эту сделку написано достаточно много. И вот сейчас, когда склады «Озона» бомбят в ежедневном режиме, в каждой новости мы видим: собственник Чачава купил Чачава, крупнейший акционер Чачава и так далее. Я читаю все это и хочу очень сильно потрясти журналистов и призвать их к здравому смыслу. Ну, ребят, какой Чачава? Любому, кто погуглит его хотя бы 5 минут, станет понятно, что, несмотря на то, что он относительно известный бизнесмен и крупный инвестор, там вообще не пахнет никакими 38 миллиардами. У него даже приблизительно нет таких денег, да и политического веса, чтобы взять и стать главным владельцем второго крупнейшего в России маркетплейса. Настоящий собственник, очевидно, кто-то другой. Этот кто-то нашел деньги, административный ресурс и купил «Озон». Нам осталось понять, кто это. Главное, что вот этот человек из нашей географии, из нашей ментальности. Ищем, кому принадлежит компания О-23. Все скрыто, все засекречено, но когда нас это останавливало? Правильно? В финансовой отчетности, которую любой из вас может скачать, мы находим, что 14 августа 2024 года собственником О-23 стало некое юридическое лицо, акционерное общество. Название его скрыто. Чуть ниже видим, что у О-23 перед этой своей материнской компанией есть долг 5 миллионов рублей. Вот написано: договор беспроцентного займа от 15 апреля 2025 года. И еще обращаем внимание на директора А.К. Егоров. Этот Егоров директорствует еще в 3 фирмах. И путем клика на одну из них, акционерное общество «Корпорация 42», мы обнаруживаем, что ей некая дочерняя компания должна ровно эту же сумму по договору от того же числа. Значит, вот кому принадлежит О-23. Рисуем схему. Акции «Озона» принадлежат О-23. О-23 принадлежит корпорации 42. Кому же принадлежит корпорация 42? Снова все по реестрам засекречено, знать нам не положено. Но в отчетности мы можем повторить тот же фокус. Видим, что корпорация 42 должна 2 миллиона 700 тысяч рублей своей неназванной материнской компании. Заглядываем в 3-ю фирму Егорова, АО «Инвестиционная группа Стратосфера». И да, нам повезло, там есть точно такая же сумма с точно такой же датой, как долг от дочерней фирмы. Значит, Стратосфера — собственник. Дорисовываем Стратосферу на нашу схему. Владеет Стратосферой физическое лицо. Имя его не указано, но логично предположить, что это и есть наш Александр Чачава. Если его официально называют конечным собственником «Озона» и О-23, то вот так по цепочке он им и получается. А теперь главный вопрос. Откуда он взял деньги? Кто заплатил за покупку акций «Озона»? Пояснять не нужно. По отчетности мы видим, что фирма «Стратосфера», фирма Чачавы, получила от кого-то в долг гигантскую сумму –
51 миллиард рублей. И вот тут-то и захлопывается наша ловушка. А точнее, наш главный мафиози стреляет сам себе в ногу. Дело в том, что к 27-му году правления Путина он начал воровать так много и так нагло, что теперь это можно заметить, простите за каламбур, из стратосферы. Так и есть. Вот точная сумма из бухгалтерской отчетности стратосферы. 51 миллиард 230 миллионов 297 тысяч рублей. Строка по коду 4311. Получение кредитов и займов. Это означает, что где-то у какой-то другой компании, которая выдала этот займ, в отчетности должна быть точно такая же сумма. 51 миллиард — это вам не ларек с чебуреками. Компаний, распоряжающимися такими деньгами, немного. Мы скачали бухгалтерскую отчетность всех российских юрлиц за 2024 год и обнаружили, что только 194 из них выдавали кредиты на более чем 51 миллиард 200 миллионов рублей. У нас 194 подозреваемых. Вводим в поиск искомую сумму и видим, что кроме стратосферы такой займ упоминается только у одной компании в России – акционерного общества «Оптима». Именно эта компания и выдала займ стратосфере, которая владеет корпорацией 42, которая купила компанию 23, которая владеет акциями Озона. Вот такая схема у нас получается. И на этом этапе у нас уже начинают торчать уши реального покупателя Озона. Генеральный директор «Оптимы» Дарья Брылякова. Другие места ее работы – Автодром и Город Драйв, записанный на путинского племянника Михаила Шеломова, и компания АБР Менеджмент, контролируемая другом Путиным Юрием Ковальчуком. Предыдущий директор «Оптимы» Анастасия Юлдашева работает в компании «Акцепт» того же племянника Владимира Путина. Главный бухгалтер «Оптимы» Жанна Цаплева пришла из компании «Релакс», которая принадлежит Светлане Кривоногих, бывшей путинской любовнице, матери его дочери Луизы Розовой. И финальный аккорд. Откуда же деньги у «Оптимы»? Тот самый 51 миллиард 230 миллионов 297 тысяч рублей. Я вас не буду мучить очередным раундом копания в таблицах и сразу скажу. Та же сумма с разницей в 1000 рублей, это из-за округления, была выдана ей как беспроцентный займ компании «Дельта». «Дельта» абсолютно официально и публично принадлежит ближайшему другу Путина, прекрасно нам известному Геннадию Тимченко. Ложечки нашлись, а вот осадочек остался. Ровно тому самому Тимченко, который давал деньги на покупку пивоваренного завода «Балтика», давал деньги на нянь для путинских сыновей, на бизнес его дочерей, на фонд Алины Кабаевой, на дворец в Геленджике и вообще десятилетиями он отвечает за то, чтобы хранить и распоряжаться семейным богатством Путина. И 26 лет мы ждали этой победы. Именно этот Тимченко подарил дочери Путина Катерине Тихоновой и ее тогдашнему жениху Кириллу Шамалову вот этот замок в Биаррице во Франции. Именно Тимченко в качестве свадебного подарка подарил зятю Путина Шамалову 17% Сибура, сделав его долларовым миллиардером, когда тому исполнилось едва 30 лет. И именно Тимченко через Дельту оплатил покупку Озона. Кстати, снова деньгами Сибура, потому что именно на Дельту Тимченко получает десятки миллиардов дивидендов по акциям этой нефтехимической компании. Ну, вы же знаете, всегда есть бедные и богатые. Тут что, это обычная ситуация. То есть все ровно так, как я вам рассказывал про общак в начале ролика. Путин раздал гигантские компании своим друзьям, а они, благодаря ему, зарабатывают там триллионы рублей и тратят их на оплату нужд и желаний самого Путина. Вот ровно эту цепочку мы с вами и видим. И еще раз я специально проговорю, ведь сейчас много пишут про Озон и про таинственного владельца Чачаву. Мол, он на самом деле человек Ковальчуков или человек ФСБ или еще там чей-то человек, по мнению какого-то осведомленного источника. Можно сколько угодно гадать и верить источникам, но у нас есть документы, и по документам все однозначно. Озон был куплен на деньги фирмы, которая принадлежит Геннадию Тимченко. И входит именно в ту сеть компаний, из которой Тимченко оплачивает подарки Путину и содержит его близких. И это здесь ключевой и самый важный момент.
Общак во всем его преступном великолепии. То есть то, ради чего Путин, собственно, и захватил власть в стране. И война, на самом деле, это не просто бредовая идея помешанного на величии деда. Хочется движухи. Война, как вы видите своими глазами, это ширма и предлог для самого крупного и беспрецедентного распила в истории России. Путин на войне зарабатывает. Он делает бизнес. Иностранные компании он выдавливает из страны, отнимает активы своими указами, запрещает сделки. И куда девается все, что остается? А ему лично в карман оно девается. А там деньги-то придут просто приличные. Мы рассказывали вам точно такую же историю про завод «Балтика», просто один в один. Под предлогом войны активы иностранной компании оказались в путинском общаке. Мы рассказывали вам про активы Shell в России. То же самое достались тем же самым фирмам. Про ВКонтакте, я уверен, вы и сами хорошо знаете. Там теперь все принадлежит ближайшим друзьям Путина. Вот Озон теперь тоже им принадлежит. Это доказано. Сколько еще нужно примеров, чтобы понять, что это не случайность какая-то, не под руку подвернувшаяся и плохо лежавшая. А потом и у них цап-царап. В этом и есть смысл. И мы видим не просто верхушку айсберга, мы видим квадратный миллиметр айсберга, 2-3 компании, которые в этих схемах участвовали. Вы представляете, сколько там всего на самом деле? Путин — главный бенефициар войны. Это не художественные приемы, не преувеличения. Он и его друзья сейчас воруют такими масштабами, что их схемы можно найти и раскрыть, как мы сегодня сделали, просто зная сумму сделки. Потому что ни у кого в России таких больших денег больше нет. Это безумие. И все, кто вокруг Путина, вся его команда, чиновники, министры, силовики, все на свете, они знают и видят это. И воруют точно так же. Ну потому что, а что им будет? Это норма в их мире, это стандарт. Других к власти просто не допускают. Коллеги, Россия, Путин, победа! Вот представьте на секунду, в Госдуме есть один независимый депутат, и он сейчас сидит и смотрит этот ролик. А завтра он придет на работу и на пленарной сессии так, чтобы по всем каналам показали, он задаст вопросы. А как так? Акции крупнейшего российского маркетплейса оказались в кармане Путина и его друзей. Кто это одобрил? Кто это подписал? На каких условиях? И что по этому поводу думает прокуратура? А теперь представьте, что депутат не один, а их 20. И все они задают вопросы. Все пишут жалобы, все требуют проверки. А если их 200? И все это показывают по телевизору. Неделю Путин продержится, 2, ну вряд ли больше. Вот ровно поэтому Путин и придумал себе партию «Единая Россия». Почти 25 лет назад, сразу как стал президентом, чтобы у него был парламент полностью набитый своими людьми, такими же ворами и проходимцами, которые точно будут служить ему вечно, помогать имитировать народную поддержку, покрывать его преступления и так далее. Единая Россия — это опора путинского режима. И в эту опору нужно бить, пытаться ее ослабить и разрушить. Вот прямо сейчас пошлите это видео парочке своих знакомых и скажите им: друзья, ни в коем случае не оставайтесь дома 20 сентября, а идите голосовать против партии «Единая Россия» за любую другую парламентскую. Да, все они так себе и противны, но нашу задачу, вы помните? Ослабить опору Путина, ослабить Единую Россию. По спискам голосуйте за любую партию, кроме Единой России. А по вашему округу доверьтесь рекомендациям умного голосования. Ссылка на него в описании и на ваших экранах. Подписывайтесь на этот канал, здесь говорят правду.